Всем привет! Сегодня я буду сеять гипсофилу снежинка. Вот такая гипсофила. Такие вот у нее семена. Меленькие. Сеять я ее буду в торфяные таблетки. Потому что гипсофила не любит пересадки. И желательно посеять в такие формочки, чтобы ее не пересаживать. И в этих же формочках высаживать ее уже в открытый грунт. Я взяла всего 5 таблеточек, и когда они уже разбухнут, я их разрежу пополам, у меня будет 10 таблеточек. Таблеточки залила тепленькой водичкой, кипятком не заливайте, потому что они потеряют форму. Размокали примерно минут 20. Когда увеличились размеров 3, таблеточки готовы. На дно емкости, в которой будут прорастать семена гипсофилы, я под таблеточки положила мох сфагнум, но его не проливала. Мох лежит здесь сухой под таблетками, потому что гипсофила не любит сильного переувлажнения корней. Вот так разделила на 10 кучек приблизительно одинаковых семена. И сейчас буду сеять. Немножечко вот так делаю углубление в таблеточках, вдавливая грунт. И вот так беру одну кучку, пальчиком выкладываю семена. И пока буду сеять, немножко поговорим о гипсофиле. Значит, они бывают многолетники и однолетники. Вот многолетники лучше сеять сразу в грунт под зиму. Весной они уже сами по себе своим путем взойдут и будут развиваться в грунте. Однолетники лучше сеять семенами, для того, чтобы получить цветение в тот же год, что и посеяли. Лучше посеять семенами на рассаду. Это у меня гипсофила многолетник, но я все равно хочу посеять ее семенами, ну, чтобы перестраховаться. Вот здесь всегда на обратной стороне многолетнее растение высотой до 90 сантиметров. Здесь пишут, или это многолетник, или однолетник. Обычно читайте, когда покупаете, читайте инструкции. Сходит гипсофила примерно в течение недели. Вот когда она взойдет и наступит время пикировки, я эти таблеточки помещу в каждый стаканчик, засыплю грунтом и травмировать корни не буду. Когда будете высаживать гипсофилу в грунт, находите место у себя на участке, чтобы оно было солнечное и без застоя воды. Вот после дождей, чтобы там не было воды, потому что гипсофила очень не любит сильно влажный, переувлажненный грунт. И чтобы этот грунт был переувлажненный очень долго. В прошлом году я высадила гипсофилу и выбрала очень неудачное место для посадки в грунт. Там собиралась вода, и поэтому растение у меня вымокло, гипсофилы. Ну, в общем, было такое хиленькое все лето, плохо росло, и всего был один цветочек. Поэтому выбор места очень важен для гипсофилы. Накрываю таблеточки крышечкой и ставлю на теплый подоконник, где температура больше 25 и больше градусов. Ждем прорастания всходов. Сегодня 1 марта, и я вам показываю всходы гипсофилы. Посеяла я ее 26 февраля. Прошло ровно 3 дня. И вот уже появились вот такие всходы. В этом году у нас в феврале 28 дней. На 3-й день вот такие маленькие крючочки. И сейчас я буду их переносить на стеллаж с подсветкой и понижать температуру до 20 градусов. На стеллаже у меня 20-21 градус. Крышечку уже я полностью наглухо не закрываю. Если будет крышка полностью закрыта, будет собираться большой конденсат и падать на всходы. Будет сильная большая влажность. Поэтому оставляю крышечку немножко приоткрытой, для того, чтобы был доступ воздуха и не было большого конденсата. Дня через 3 покажу, как поднимутся всходы, потому что сегодня мы едем на дачу. Будем там дня 3. И после того, как приедем, я покажу вам,
как всходы стали развиваться, смонтирую видео, выставлю на YouTube. Хочу показать вам настурцию. Вот ей еще нет недели. Смотрите, какие мощные всходы. Приеду с дачи, буду ее пересаживать уже по отдельным емкостям, заглублять до семядольных листиков, потому что развивается она очень быстро и очень мгновенно. Поэтому именно настурцию можно сеять немножко позже. Можно сеять в марте или даже в конце марта. То же самое творится с люфой. Вот смотрите, тоже какие огромные росточки. И они растут не по дням, а по часам. Тоже буду пересаживать, приеду пересаживать уже, пикировать по отдельным стаканчикам, заглублять до семядольных листиков. Итак, сегодня 4 марта, и я продолжаю вам показывать, как развиваются всходы гипсофилы. Прошло 6 дней после посева семян. На 3-й день появились всходы, маленькие крючочки. И сегодня 6-й день. И вот так начинают прорастать семена гипсофилы. Взошли все дружно, но одни всходы растут быстрее, другие всходы немножечко отстают. Держу я ее уже на стеллаже с подсветкой. Крышечкой прикрываю неплотно, чтобы был доступ воздуха, чтобы грунт сильно не переувлажнялся. Как только появятся 2 пары настоящих листиков, я буду брать большие емкости, опускать в эти емкости таблеточку, присыпать грунтом. И вот так они будут развиваться, не разделяя вот этот пучок гипсофилы. В одной емкости будет один пучочек гипсофилы. Когда придет время пересадки в грунт, вынимаю таким пучочком все содержимое стаканчика, буду пересаживать в одну лунку. То есть вот такой пучочек пойдет у меня на одну лунку. Как только хорошо раскроются семядольные листики, подкормлю их кальциевой селитрой. После пикировки в отдельной емкости буду подкармливать удобрениями с формулой 20-20-20. У меня есть удобрение мастер с такой формулой. Позже чередовать универсальное удобрение, органическое удобрение, удобрение мастер. Только брать половинную дозу от дозы, указанной на упаковке. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.